Доброго времени суток! Вы на лучшем техническом канале компании «АвтоСтронг». У нас очень много отличных моторов, коробок передач и других БУ запчастей. Так что звоните нам, пишите и заходите на сайт. По комментариям мы четко видим, что вам нравятся Volkswagen. Итак, встречаем 2.0 ALT. Во второй половине 90-х инженеры компании Audi представили широкую гамму бензиновых двигателей с 5 клапанами на цилиндр. Разнообразие этих двигателей было очень большое, от 1.8 турбированных атмосферных до 4.2 атмосферного V8. В 2001 году произошла смена поколений пятиклапанных моторов. Среди них появился двухлитровый 20-клапанник с индексом ALT. Этот мотор известен своим неизлечимым масложором. Итак, 20-клапанный мотор ALT 2004 года мощностью 130 лошадиных сил. Этот двигатель ставился на Audi A4, Audi A6 и Volkswagen Passat. Создавая этот двигатель, инженеры постарались на славу. Они создали его на основе алюминиевого блока с тонкостенными гильзами с никосиловым покрытием. В поддон поставили модуль балансирных валов, впускной коллектор наделили системой изменения длины впускных каналов. В ГРМ используется зубчатый ремень. Вот наш впускной коллектор с изменяемой геометрией. Когда двигатель работает на малых либо средних оборотах, то воздух поступает в двигатель по длинным впускным каналам, входы в которые находятся сразу позади дроссельной заслонки. Когда двигатель выходит на высокие обороты, то заслонки вот здесь переключаются и воздух уже идет по короткому пути. Вот тот самый вакуумный актуатор, который приводит так называемый золотник, который заслонками переключает впускные каналы. Зачем все это нужно? Если воздух направлять по длинным впускным каналам, то его поток ускоряется, и тем самым можно добиться увеличения крутящего момента. Двигатель у нас второго поколения. Крышки распредвалов здесь заменены на цельную металлическую раму, которая держит два распредвала, тем самым увеличивается жесткость. Выпускной распредвал приводится зубчатым ремнем, а впускной распредвал приводится в движение цепью. Также здесь установлен отдельный гидравлический натяжитель. Цепь здесь растягивается, ее приходится менять каждые 200 тысяч километров. Также на впускном распредвале здесь установлен фазовращатель. И также стоит обратить внимание, что на впуске здесь по 3 клапана, каждый из которых приводится в движение отдельным кулачком. В ГБЦ мы видим темный лаковый налет. В принципе, это нормально для этого двигателя, потому что двигатель горячий. Температура рабочая антифриза 100 градусов. При таких температурах масло нагревается и быстро деградирует. Собственно, и здесь мы видим последствия этого решения. Но, к счастью, износа на кулачках мы не наблюдаем, поэтому продолжаем разбирать дальше. Вот она, 20-клапанная ГБЦ во всей красе. Есть особенность. Стержни выпускных клапанов здесь полые, наполнены натрием. Дело в том, что у натрия прекрасная теплопроводность. Но, как показывает опыт, на 8-9 году жизни этого мотора клапана здесь просто обрывает. Происходит это из-за нагара на стержнях и тарелках клапанов. Нагар перегревается, натрий перегревается, и в таких условиях натрий буквально взрывается, отстреливая тарелки клапанов. Блок здесь алюминиевый, гильзы чугунные с никосиловым покрытием. Стенки гильз очень тонкие, перемычки между цилиндрами очень тонкие, и таким образом этот блок практически не ремонтопригоден. Здесь точить нечего. Блок цилиндров у нас в отличном состоянии, хон как с завода, без намеков на выработку. И как практика показывает, с этим блоком практически ничего не случается. И, кстати, про никосил. Эти двигатели эксплуатировались в эпоху, когда сернистый бензин перестал существовать. И эти блоки не гибли так, как гибли блоки BMW в середине 90-х.
В картере находится блок балансирных валов. Что касается самого поддона, то в поддоне мы видим масляный нагар, незначительное количество. И вот это не сгустки чего-либо, а это особенности отливки поддона. Масляный насос на двигателе 2.0 ALT не отличается надежностью. Он не выходит из строя сразу, а постепенно падает давление масла. Это плохо как для пар трения, так и для поршней, которые охлаждаются масляными форсунками. Хуже всего, что эта деталь идет в сборе, а это очень дорогое удовольствие. Но помните, что в автостронге можно купить эту деталь БУ и дешевле. Еще раз заметим, что двигатель 2.0 ALT горячий, и это приводит к тому, что все прокладки и уплотнительные резинки превращаются в пластмассу. Эта резинка уже абсолютно деградировала, по вот этой трубке масло стекает в поддон. И в такую же пластмассу превращаются маслосъемные колпачки, что является одной из причин масложора. Поршни у нас в хорошем состоянии, все кольца подвижны, однако уже наблюдается закоксовка маслосъемного кольца. Вкладыш у нас тоже в хорошем состоянии и с минимальнейшей выработкой. Поршни этого двигателя облегченные до нельзя. Во-первых, здесь очень маленькие несимметричные юбки. Во-вторых, эти поршни вышли с крайне неудачными компрессионными кольцами. Верхнее компрессионное кольцо всего 1 мм, маслосъемное кольцо всего 1,5 мм, а это никуда не годится. Все вот это плюс быстро деградирующее масло на горячем моторе приводило к залеганию маслосъемного кольца, и оно переставало выполнять свои функции. И на практике этот мотор начинал уже поджирать масло на 5000 километров пробега. И только в 2012 году инженеры осознали свою ошибку и выпустили кольца увеличенной высоты. Мы померили штангенциркулем наши кольца. Верхняя компрессионная 1,2 мм, нижняя компрессионная 1,5 мм, маслосъемное кольцо 2 мм, а это как раз размер модифицированных колец. И только заменой модифицированных поршней и колец этот двигатель можно избавить от масложора. Поговаривают, что можно поставить турецкие поршни и кольца, которые отлично ходят на этом моторе и избавляют его от масложора. Коленвал у нас в отличном состоянии, коренные шатунные шейки без замечаний, коренные вкладыши тоже. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали отличный двигатель. Все детали здесь практически без износа. У нас сложилось мнение, что поршневую группу здесь меняли, то есть поставили модифицированные кольца и поршни. Подписывайтесь на наш канал, обязательно делитесь этим видео, смотрите наш проект Bit & Krashen, заходите на наш сайт, подписывайтесь на наши соцсети, покупайте у нас только хорошие запчасти и помните, с вами была компания автостронг.